Приветствую вас, мои дорогие, любимые водолеи. Таро расклад– это неожиданно. Судьбоносный декабрь и неожиданные перемены. Что случится до конца года? Что произойдет? Может быть, в этот период месяца вам придется, как узнать какую-то тайну. Могут приходить неожиданные события. Может быть, это связано с решением конкретного человека. И планетарно тоже тот период, когда мы можем что-то пересматривать, переделывать, перезаключать какие-то важные бумаги, соглашения, договоры, контракты. Здесь можем мы свое мнение где-то изменить тоже. И в зависимости от того, что это будет, как может быть и внешняя какая-то событийный ряд или внешние обстоятельства, обстановка для вас может меняться. И вы где-то можете изменить свою траекторию действия тоже. Вот давайте мы с вами узнаем, с чем это будет связано. И первые три карты мы достанем как события ближайшего будущего. Ориентировочно это где-то 3 первых недели. 2 недели. Точнее. А может быть и 3, потому что сроков точных мы не ставим. И вторые 2 недели или окончание месяца. Ну, рассказала первые 3. Кто знает, это вот у меня так спонтанно, честно говоря, получилось. Может быть, в этом и кроется подсказка. Это где-то начало и события ближайшего будущего, и события отдаленного будущего. Может быть, как итог. Давайте узнаем, в чем риск или с чем это будет связано. От чего вы откажетесь? Вы сами. Что вам помогает или что нужно знать, что важно знать. И достанем карту совет. Давайте будем открывать. Мне уже любопытно даже. Ну, вообще ваша карта. Король мечей. Ваша энергетика. Именно воздушная такая. Какие-то могут приходить действительно как информация. Или вообще какая-то многоинформативность будет в этот период. Первой половины декабря. Когда вы сами инициируете некоторые вопросы. Вы хотите, может быть, как раз завершить что-то по этой. Потому что по этой карте... Помимо вашей энергетики проходит очень много конкретных людей. Это как высокие чиновники, это как врачи иногда проходят. Вы тоже, может быть, хотите пройти обследование и, наконец, разобраться, оставить какие-то болячки в этом уходящем году и забыть о них раз и навсегда. Для кого-то из вас это могут быть и юристы, к примеру, это могут быть адвокаты, люди, которые носят форму. И здесь проигрывается любая абсолютно форма. По части, кстати, врачей это тоже касается. Но объединяет, наверное, вот такие разные направления, когда мы что-то делаем наверняка, с учетом закона, с учетом каких-то планов наших, но и есть... как какой-то регламент. Или это то, что принято именно в обществе. Не отступать от того, что диктует с одной стороны время, но с другой стороны и опять же как какие-то либо документы, либо какие-то согласования, либо какой-то установленный порядок. То есть мы что-то делаем наверняка. Ну и безусловно, поскольку ваша карта – это ваши планы, ваши задумки. И вы в этом направлении будете действовать. Давайте посмотрим, как будут развиваться события. Карта мага. Карта великого манипулятора. Конечно, это ваши силы, мои дорогие водолеи, без сомнения. Но вы можете столкнуться с таким великим манипулятором. Поэтому где-то не особо переусердствовать. И если вы сталкиваетесь с людьми, которые... Ведь манипулятор это кто? Это тот, который пытается нас использовать. Именно в каких-то своих целях или в каких-то своих задачах. Может быть и правда есть такой человек, достаточно сильный человек, который может быть и вам полезен, а вы ему. Но тогда вам нужно все равно как-то рационально подойти к решению того или иного вопроса. Себя в дураках вы оставить точно не должны, потому что энергия точно такая же. И тогда есть, может быть, важные разговоры, которые нужно откровенно как раз вынести на поверхность, чтобы не было каких-то ненужных додумок, наших предположений. Тут более чем все в реальности обстоит. И для кого-то из вас вы действительно сумеете какой-то важный вопрос решить, закрыть, причем такой основополагающий. Давайте откроем следующую карту. Паш кубков. Для кого-то из вас может быть встреча с человеком, который намного младше вас.
Это может быть, конечно, известие по части вашей личной жизни, от ваших детей, даже взрослых детей. Кто-то будет помогать именно детям, потому что у вас больше ресурсов, больше возможностей какой-то вопрос, может быть, решить. Или я все-таки вижу по пажу кубков, это приятные новости вам дети приносят, и тогда вы будете чем-то заниматься, что вам приносит радость, но каким-то образом будет увязано с вашей личной жизнью. И это само по себе и ваше вдохновение, это какое-то дело, которым вам нравится заниматься. И значит, что-то у вас здесь получается хорошо. Но будьте внимательны, все же вот, когда две карты выпадают, король мечей и карта мага, а карта мага это старший аркан, это нужно уравновесить очень, такие сложные энергии между вашими желаниями и конкретной обстановкой вокруг вас. И конкретная обстановка, повторюсь, она может включать множество даже людей. Или какие-то внешние события, которые вы не можете просчитать наперед. Есть некоторая неопределенность, этим и силен маг. Он очень контролирует внимательно внешние события, отслеживает, чтобы не быть застигнутым врасплох. Давайте посмотрим отдаленного будущего. Ну, все же восьмерка кубков нам может говорить, что мы ищем выход из какого-то положения, может быть, и затруднительного, но мы его находим. Может быть, для кого-то из вас какая-то история закончится, такое тоже могу предположить, но тогда больше именно от ваших действий, от вашей инициативы здесь зависит. Но и восьмерка кубков, когда правильно мы расставляем приоритеты. Правильно расставить приоритеты, это не значит только настаивать на своем. Опять же, увидеть какую-то и реальность тоже. Согласовать, может быть, принять какое-то Соломоново решение для кого-то из вас будет совершенно необходимо. Почему? А реальность вот именно диктует нам какой-то свой, может быть, узкий фарватер. По восьмерке кубков могут быть, если, допустим, для кого-то, понятно, не для всех, но все же по королю мечей, если мы говорим, суды проходят, и у нас выпадают кубки, какая-то прежняя история любви была, такая разочаровывающая, или были какие-то минусы. Кто-то из вас, мои дорогие водолеи, может подвести своего рода баланс, демаркационную линию, сказать себе «хватит». Вот туда я больше не ногой. Вот теперь я иду куда-то дальше. У кого-то из вас это могут быть важные согласования, может быть, буквально по части визы, если вы собираетесь куда-то переезжать. Иногда восьмерка кубков говорит именно о поездках, о перемещениях. Может быть, и куда-то очень далеко, но, значит, какие-то пункты вашего перемещения или где вы будете находиться, тоже нужно прояснить, что-то вот детализировать или максимально, чтобы не было это как какой-то сюрприз совершенно из неизвестности, который к нам приходит. Вот так рационально вы будете распределять всю свою жизнь. И давайте мы узнаем, правда, у кого-то перемещение, поездка, у кого-то состоится как раз далекое путешествие или этот самый переезд. Мои дорогие, все же вверху карта мага. Здесь может проиграться, когда вы, и часто по шестерке мечей, у нас проигрывается работа, связанная с интернет. Или работа, которая связана с какими-то новыми технологиями. Все же у нас изображено пространство. И мечи, воздух, это опять же пространство, эфир, где-то интернет. По этой карте мы часто словно отплываем от прежнего берега, и потребуется мужество. Но также карта говорит, мы можем изменить сферу деятельности, потому что есть что-то, то, что вас очень интересует, словно завораживает. Хочется в этом направлении и углубиться, и продолжить, и расширить собственные горизонты, или расширить собственный кругозор. По этой карте мы можем начать учиться чему-то новому. Мы можем изучать языки или, опять же, какие-то технологии, осваивать новое ремесло. Для кого-то станет актуальным, когда вверху карта мага. Я должен уметь работать или иметь возможность работать из любой точки мира. И тогда вы будете тоже что-то изучать, разрабатывать, продвигать. И это потребует от вас усилий. Может быть, мои дорогие, усидчивости. Все же идет эта карта еще, имеет точнее не только мужество значения, а настойчивость. Потому что впереди еще нет каких-то четких границ или
Никто нам розами путь не усыпал, к сожалению, увы, а нам как раз предстоит пройти какую-то дорогу или жизненный путь, когда мы можем не быть где-то и в себе уверенными, и, может быть, и в людях уверенными. Вот такое искусство аккуратных шагов, но все равно мы идем вперед. Почему? А потому что прежний берег мы вынуждены оставить. Нет там ничего, как будто чтобы нас удерживало. Вот тут и как веление души, тут и ваш настрой, мои дорогие, но все же еще и какие-то возможности. Какой-то благоприятный момент у вас определенно будет, что бы вы тут ни задумывали. 2 пажа. Хорошая как бы новость по пажу мечей – это то, что мы реалистами становимся. Может быть, и были реалистами, здесь у каждого по-своему, но все же есть значение, когда изменить направление мы можем. Потому что откроется какая-то тайна или открывается какая-то новость, известие приходит. Или мы сами где-то понимаем, что если в одном контексте будем продолжать, то там это тупик какой-то. И тогда вот это направление мы сами корректируем. Беспристрастный взгляд на вещи, вот как у мага, на то, что происходит вокруг, и на то, что задумывали вы себе. Вот какой-то свой фарватер словно найти. У кого-то из вас вы можете столкнуться с людьми, которые и с вами где-то могут спорить. Но и ваши энергии, надо сказать, уже паж мечей и король мечей может говорить о том, что ну, есть такой риск соскользнуть в эмоции, когда захочется кому-то что-то доказывать. И все уже карта не говорит о том, что мы в эти доказательства пускаемся или где-то позволяем себе подобные эмоции. Иначе мы можем где-то осложнить себе ту или иную обстановку. Будьте взвешены и уравновешены, наверное. Вот давайте откроем риск. Ну, точно. Тут, знаете, как не надо в себе сомневаться, так и не надо додумывать. Но передумать по части вот что-то, как я уже говорила еще до карт даже. Мы действительно можем планетарно, вот так транзиты тоже складываются. И по десятке мечей, в чем риск? Это когда мы закрываем дверь в прошлое. Но, видимо, есть ряд вопросов, я все же вижу по всем предыдущим картам, которые вы не можете оставить без внимания. Или понадеяться на то, что как-то там оно потом само решится. Все решится в кривь и в кость, и какая-то ситуация из прошлого вам о себе может напомнить. Поэтому вот этих белых пятен или каких-то под вопросом, может быть, двойственных ситуаций у вас не должно быть оставлено. Именно в этом риск. Как-то закрыть дверь в прошлое, да, нужно. Об этом нам все карты. Но сделать это максимально элегантно. Помните, карта мага. Маг никому ничего не доказывает. И, может быть, вы сталкиваетесь с такими людьми, которые вам не говорят ничего. Вы можете кому-то что-то объяснять или, ну, иметь свои какие-то, как и точки зрения, или, допустим, поставить перед собой какой-то план, а какой-либо человек, он будет вас слушать внимательно. Может быть, где-то поддакивать или поддерживать диалог даже, да, но вы не узнаете в его планах. Вот вы вот с такими людьми вы можете столкнуться или, мои дорогие, с ситуациями подобными. Поэтому максимально прояснить для себя какой-то вопрос очень важный. Или у самого себя спрашивать, все ли я из прошлого расставил по местам. Или какие-то вопросы закрыл. Но самому не закрыть на что-то глаза. Или не пытаться какую-то, к примеру, все-таки в чем риск выпадать десятка мечей. Это когда мы заново реанимируем какую-то ситуацию. У нас в прошлом что-то не получилось осуществить. И тут мы думаем, что мы возьмем какой-то реванш. Скорее всего, нет. Давайте посмотрим, от чего вы откажетесь. Правда, вы от чего-то отказываетесь. Для кого-то 13-й старший аркан – это карта трансформации. Это время, когда события от вас потребуют собранности, внимания, настойчивости. Не рисковать где-то собой. Будьте более рациональны. Мы в самом начале об этом говорили. И искусство мелких шагов. Будет, видимо, в какой-то концепции вашей жизни. У кого-то это проиграется по вашим планам.
может быть, честолюбивым каким-то амбициям. Может быть, это какие-то вопросы по части дома, недвижимости или внешней какой-то обстановки, когда вы понимаете, что, ну да, вот я сидел или ожидал, или надеялась на что-то, а вот тут уже надеяться не на что. Какая-то обстановка для вас будет, ну, условно, на ладони это будет ясна. С одной стороны, не замылить где-то себе глаза, всегда есть риск, потому что мы можем на чем-то настаивать, если мы, ну, уверены в себе. Самоуверенность – это прекрасно, но когда мы становимся самонадеянны, мы не видим, что происходит, как меняются быстро обстоятельства, обстановка, как меняются люди, как, условно, интуиция даже нам дает подсказки, а шестое чувство всегда не молчит. А мы это тоже где-то игнорируем, потому что наша какая-то вот именно самонадеянная сила изнутри, она подавляет тихий голосок мудрости. Поэтому будьте вот в этом очень аккуратны. Все же искусство мелких шагов, мои дорогие. Когда мы делаем один шаг и должны остановиться, осмотреться, оценить, что вокруг происходит. Вот это тогда будет нам помогать. Но то, что мы отказываемся от прошлого, то вот это точно. В том или ином контексте. Но это еще и, надо сказать, первый месяц, когда Плутон в вашем знаке зодиака, и в вашем, и для вас особенно в вашем знаке, когда Плутон, это всегда инновация какая-то. Это новое воодушевление, новый какой-то эмоциональный подъем, новые возможности. Это возможность как быть свободным, действовать именно по какому-то своему усмотрению. Но мы же не можем быть вот сами по себе, понимаете? Мы хотим или нет, мы живем на планете Земля, и нас окружают люди. И поэтому договариваться, согласовывать нам все равно что-то приходится. Поэтому где-то быть гибче, как магу, быть более где-то, может быть, и изобретательнее. И я не исключаю, мои дорогие водолеи, тогда для вас могут быть совершенно новые перспективы. Ведь это карта заслуженного успеха. И вот этот успех вы не должны себе как будто навредить. Может быть, вы, кстати, собирались или намеревались что-то развивать в одном направлении. А именно в декабре вы узнаете, что, а нет, вот овчинка выделки не стоит, и быстро надо себя перестроить на что-то другое. И у вас будут возможности. И более того, для кого-то это другое будет более интересно, чем предыдущее. И такое тоже могу допустить. Давайте узнаем, что вам помогает. Ну, условно, сама судьба помогает. Все же это карта Иерофанта. Помогает вам, безусловно, и обучение. Неспешность вам помогает. Все же по Иерофанту мы с места в карьер не рвемся. Мы сначала изучаем досконально какой-то вопрос. Для кого-то из вас вам буквально помогает, ну, может быть, и сильные мира сего, или, может быть, какие-то высокие чиновники, где вы согласовываете ряд документов. Мы уже об этом с вами говорили. Но, может быть, для вас еще и будет помогать какой-то важный документ, какая-то важная бумага. По этой карте мы что-то делаем именно по традициям. Мы не идем вразрез обществу или вразрез тому, что принято менталитетом в вашем обществе. Мы никому ничего не доказываем, Иерофант. Он скорее согласовывает. Вам будет помогать где-то ваша респектабельность. Вот в каком плане? Когда вы самодостаточны и где-то спокойны. Вы будете вселять таким образом больше или передавать вот этой уверенности другим людям, может быть, той уверенности, необходимой для согласования ваших вопросов, чтобы люди вам могли доверять. Может быть, как-то более обстоятельно вам придется объяснять свои позиции именно в спокойной манере, что вы хотите осуществить. Такое тоже могу предположить. Но и, может быть, и учить-то тоже что-то придется. У кого-то, связанное с переездом, учить язык или словно освежать какие-то знания. Может быть и так. И вам буквально помогает, когда вы будете учиться или настроитесь на то, учиться еще долгий промежуток времени. Или когда вы тоже, опять же, интересуетесь, если у кого-то в плане переезд куда-то далеко. Новая страна. Буквально изучаете менталитет того общества, где вы окажетесь. Или что в этом обществе будет правильным, а что недопустимым. Может быть, это
как вопросы культуры даже, ну, самые разные направления. Но учиться долгий период, как будто вам придется. Вообще у вас тут какое-то событие по судьбе. Я бы сказала так, что вам помогает, не идите против судьбы. И если что-то завершается, дайте этому уйти. Причем дайте этому уйти спокойно, не форсируйте что-то. А если что-то пытается вернуться в вашу жизнь, или вы какие-то вопросы не подвели к общему знаменателю, то здесь наоборот их нужно подводить. Вот такие энергии. Совет. Для кого-то из вас все-таки король кубков – это тот человек, который к нам относится искренне, который, ну, даже где-то в этой колоде карт готов за нас взять где-то отчасти ответственность, нам помогает, готов заботиться. Но и этих людей немного. Может быть, это и вы должны за кого-то взять ответственность на себя. Может быть, какая-то история, которая касается вашей личной жизни, и тоже каким-то образом баланс в ней навести, ведь в первую очередь баланс по этой карте. Это единственный персонаж в колоде, который умеет правильно сбалансировать энергию денег и как раз чувства, эмпатию. Одно другому тогда помогает. Вот это где-то и про мага тоже. Он никогда к тем делам, темам, которые больше требуют согласования и рационализма или даже материализма, он не будет добавлять эмоций, потому что там они мешают. Но он и не сделает, не превратит свою жизнь в какой-то холодный сгусток энергии, и как раз он проявит эмпатию, заботу, любовь, сострадание, нежность, ласку. Ему это тоже все свойственно, но в узком кругу тех, кто его любит. Вот вам где-то придется переключаться между этими двумя энергиями, но для кого-то, мои дорогие, может быть, решится вопрос по части вашей семьи. Может быть, это будет связано с родственниками, а для кого-то с любимым человеком. И переездом даже, я такое тоже могу предположить. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.